Привет, ребята! В завершении цикла серии по Far Cry хочу прочитать все письма пропавших. Там интересный лор. Мне кажется, будет интересно собрать это все в одном видео. Письмо первое. Письмо Сата. Моя дорогая Кейка. К тому времени, как ты прочтешь это письмо, я умру, а ты вырастешь. Твоя мама отдаст тебе это письмо, когда решит, что ты готова его прочесть. Я могу лишь надеяться, что она не будет плохо говорить обо мне, и что ты помолишься за меня, как я молился за тебя. Мы очень заняты, работаем и поем японский боевой гимн. Интересно, его будут петь в твое время? Я надеюсь, что твоя Япония живет в мире процветания, и у нее нет столько врагов, как в этом письме. Мы пропадем в этих джунглях. Малярия не жалеет никого, и нас осталось слишком мало. Майор Моги говорит, что мы должны приготовиться к высадке на берегу и отправить их обратно в море на корм рыбам. И мы победим только в том случае, если каждый из нас будет готов ради этого отдать свою жизнь. Капитан Джиро Сато. Письмо второе. Письмо Хиогу. Моя дорогая Аюми, я счастлив, что снова пишу тебе. Уже несколько месяцев мы торчим в джунглях. Тут очень жарко и влажно. Мы устанавливаем ловушки и готовим место для засад. Майор Моги говорит, что американцы могут высадиться в любое время. А рядовой Тадао уверен, что они уже захватили все острова вокруг нас. Они нас боятся и поэтому только бомбят нас с воздуха. Я верю майору Моги. Он всегда был хорошим командиром, но он очень требователен и ждет от нас полной самоотдачи. Бремя лидерства давит на него тяжким грузом. Он не спит по ночам, а когда думает, что мы его не видим, разговаривает сам с собой. Вот что с ним делает долг моя дочка. Мы становимся мучениками и безумцами. А еще его что-то тревожит, но я не осмеливаюсь спросить. Это не мое дело. Рядовой Арата Хиога. Письмо третье. Письмо Мори. Мама, мы потеряли еще 7 человек, в том числе Ичи и Кена. Они были как братья. Кен был таким забавным. Жаль, что ты его не знала. Ичи был спокойным и сильным, никогда не жаловался. Мне понадобятся все силы, а майор Моги превращается в одержимого. И хорошо говорить о таких вещах, но больше я ни с кем не могу поделиться. Майор Моги видит врагов там, где их нет. Американцы не высаживались, а он видит их за каждым деревом. Любая птица — это вражеский самолет, любая тень — это бомба. Он даже обвиняет нас в сговоре с врагом. Я уверен, все снова будет хорошо, когда мы получим весточку с родины. Джунгли путают нас своими призраками. Твой сын — младший капрал Мури. Письмо четвертое. Письмо Рена. Мой брат Ито. Случилась ужасная вещь. Майор Морисов сошел с ума и начал стрелять по своим. Я не знаю, что случилось, но он спорил с рядовым Тадао, потом убил его из пистолета и стал стрелять по нам. Мы не знали, что делать. Нас учили убивать врагов, но он был нашим командиром. Мы его убили. У меня загноилась нога и поднялась температура. Нас осталось очень мало. Тяжело думать об этом. Мне жарко. Я отдал свои письма рядовым Исао и Икеи. Они молоды и сообразительны и донесут до тебя мои слова. Желаю тебе счастья. Мне жаль, что мы ссорились в детстве. Я бы хотел быть лучшим братом. Рен. Письмо пятое. Первое письмо Моги. Генерал Ямагата. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете в этот осенний день. Климат здесь влажный и неприятный. Не сомневаюсь, что он вреден для здоровья. Простите за эту фамильярность, но я бы не стала настоящим солдатом, если бы не брал с вас пример. И пусть мы никогда не встречались, я верно служу своему отечеству. Надеюсь, император будет мной гордиться.
Враги забрасывают нас бомбами, как трусы. Я видел дым, идущий из труб их кораблей, плывущих на север мимо нас. Они не нападают на нас, потому что знают, что остров неприступен. Но им повезло. Несколько бомб уничтожили наши бункеры. А малярия довершила дело. Я решил увести солдат в джунгли, как это сделали бы вы во время Первой войны с Германии. Мой долг уничтожить врага. Я всегда на страже и мечтаю пролить их кровь. Майор Куро Моги. Письмо 6. Второе письмо Моги. Генерал Ямагата. Эти дьяволы и их самолет убили много моих солдат. Я не могу передать, насколько я зол и расстроен, когда вижу, как их самолеты летают над нами. А я даже не могу ответить им огнем из зенитных орудий. И я не могу смотреть на то, как малярия убивает нас. Я слышал предания о том, что эти острова прокляты, но не верил, что это до сегодняшнего дня, пока рядовой Тадао не доложил мне, что последние сообщения настолько искажены, что их невозможно разобрать. Ему было так стыдно, он даже не мог смотреть мне в глаза. Рядовой Тадао плохой солдат. Я заставлял других солдат бить его на учениях, чтобы привить ему чувство смирения, но так ничего и не добился. Майор Куро Моги. Письмо 7. Третье письмо Моги. Генерал Ямагата. Я разочаровался в своих солдатах, генерал Ямагата. Я считал, что не все выдержат, но я заблуждался. Могу себе только представить, что бы я смог добиться, если бы под моим началом были те, кем командовали вы во время Первой мировой войны. Я уже упоминал рядового Тадао. Он плачет как ребенок, когда думает, что его никто не видит. Он заразил меня своей слабостью, и теперь она распространяется как болезнь. Другие солдаты скучают по дому. Они защищают его, как будто от этого он станет мужчиной. Спрашивается, зачем нужен радист, если мы не можем послушать новости? Рядовой Тадао утверждает, что радиорелейные станции на ближайших островах выведены из строя. Но я считаю, что во всем виноват он. Майор Куро Моги. Письмо 8. Четвертое письмо Моги. Генерал Ямагата. Я шокирован и потрясен. Я считал рядового Тадао просто некомпетентным солдатом, но он оказался предателем. Я решил сам проверить, почему не работают радиорелейные станции. Я не разбираюсь в электронике, но даже я увидел, что лампы вывинчены, провода порезаны, а батареи отсутствуют. Я считал его слабым человеком, он слишком простодушен, чтобы быть предателем. Тем не менее, он предал своих друзей, меня, нашу страну и самого императора. Я собираюсь казнить рядового Тадао, а если его будут защищать другие солдаты, мне придется убить и их тоже. Майор Куро Моги. Письмо 9. Первое письмо Тадао. Моя дорогая жена и моя прекрасная дочь, я не знаю, зачем я пишу вам. Я знаю, что вы никогда не прочтете это письмо, и если потомки императора будут милостивы, никогда не узнаете о моем позоре. Я не могу объяснить, почему я вывел из строя радиостанции, но эти люди... Сейчас это моя семья. Когда я услышал новости, я почувствовал, что у меня разорвалось сердце. Разве я мог допустить, чтобы они страдали, как я? А теперь, как я могу скрывать это от них? Когда упала бомба, ты, наверное, была в саду или кормила Айку. Ты что-нибудь почувствовала? Ты вообще поняла, что случилось? Эти вопросы не дают мне покоя. Я только надеюсь, что ты не мучилась. Я молюсь, чтобы ты умирала, так и не узнав, что было потом. Тадао. Письмо 10. Второе письмо Тадао. Моя дорогая жена, я не знаю, почему я продолжаю тебе писать,
Возможно, я надеюсь, что ты не погибла. Возможно, я еще надеюсь вернуться домой, а ты с Айкой встретишь меня. Мое сердце разрывается, когда я об этом думаю. Но я знаю правду. Нет больше ни тебя, ни Айки, ни Хиросима. Майор Моги смотрит на меня с ненавистью, как будто он знает правду. Но откуда? Я не могу смотреть ему в глаза. Я боюсь, что если это случится, я расскажу ему о Хиросиме. Солдаты пытаются защитить меня от него. Но что я сделал? Я был слишком напуган, чтобы сказать им правду. А теперь уже поздно. В момент скорби я разбил радиостанции и всех предал. Наверное, мне лучше умереть. Возможно, тогда я снова буду с тобой и Айкой. Тадао. Письмо 11. Письмо Хинджи. Моя сестренка. Это мои последние слова. Я совершу сеппуку после того, как закончу писать это письмо и умру с честью. Но перед смертью я обязан кому-нибудь рассказать правду. Тадао предал нас. Я прочитал его письмо. Он вывел из строя радиостанции после того, как узнал о бомбеже Хиросимы. Я не виню его. Он не хотел, чтобы мы узнали страшную правду. Майор так ничего и не понял. Он застрелил Тадао, а потом стал стрелять в тех, кто его защищал. Мы убили майора, и вот теперь я остался совсем один. Прошлой ночью умер Рен. Мне больно думать о том, что я приложил руку к смерти майора Моги. Он был хорошим человеком. Я надеюсь, что наши потомки поймут и оправдают меня. А ты когда-нибудь прочтешь это письмо и простишь меня. До встречи. Хинджи. Письмо 12. Первое письмо Хаята. Полковнику Имаде Дайчи. Я надеюсь, что с вашей семьей все в порядке. Прошу прощения за то, что я нарушаю субординацию, но подполковник Ямада Масахиро не воспринимает мои слова всерьез и, следовательно, не способен руководить этой лабораторией и экспериментами. Я обязан доложить, что проекты Тенки и Киокен могли бы продвинуться значительно дальше, если бы подполковник прислушался к моим словам. Вместо этого он отстранил меня от проекта и запретил вступать с кем-либо в контакт. Я был вынужден написать несколько писем и раздать их верным солдатам и ученым в надежде, что хоть одно из них дойдет до вас. Я заложник амбиций подполковника и не могу должным образом служить императору. Доктор Хога Хаято. Письмо 13. Второе письмо Хаято. Полковнику Имаде Дайчи. Я могу только предположить, что мои предыдущие письма и обвинения в некомпетентности, которые я выдвинул против подполковника Ямады Масахиро, еще не дошли до вас. В ином случае вы бы уже давно узнали правду и сместили бы его с этой должности. Мне кажется, что часть моих писем попала в руки подполковника, и он приказал тайно обыскать мою комнату. Теперь я понял правду, он меня боится. Он хочет присвоить себе всю славу, когда проект Тенка овладеет силой молнии, а проект Кенки — яростью зверя. Он понимает, что я могу привести Японию к процветанию. Я чувствую, что должен скрыть от него наиболее важные результаты моих трудов до вашего вмешательства. Это единственный способ защитить империю и императора от его амбиций. Доктор Хога Хаято. Письмо 14. Третье письмо Хаято. Полковнику Имаде Дайчи. Почему вы мне не отвечаете? Я уверен, что вы получили хотя бы одно из моих 67 писем, которые я вам написал. Я был дураком, слепым дураком. Я обвинял подполковника Ямады Масахиро в саботаже. Но он выразил удивление и стал все отрицать. Мне все стало ясно. Он здесь ни при чем. Он слишком туп, чтобы бросить мне вызов. Это сделали вы. Вы приказали ему украсть мои записи и решили присвоить себе всю славу. Меня должны были наградить орденом восходящего солнца, но вы решили отобрать его у меня. Вы пытаетесь погубить страну из-за вашей гордыни, но я вам не позволю. Вам не заставить меня замолчать. Доктор Хога Хаято. Письмо 15. Четвертое письмо Хаято. Полковнику Имаде Дайчи.
Вы хотели навредить мне, но я отплачу вам той же монетой. К тому времени, как вы это прочтете, я выпущу зараженных насекомых в лабораторию Кеокин и сделаю так, чтобы генераторы для проекта Тенка перегреются. А когда солдаты Империи прибудут сюда, чтобы узнать, что случилось, вам не удастся скрыть правду. Я стану героем. Мне очень хотелось бы посмотреть на ваше лицо, когда они придут вас арестовывать. Потом вас разжалуют, а семью выгонят на улицу. Я хочу, чтобы вы помнили, вы сами обрекли себя на такую судьбу. Доктор Хога Хаята. Письмо 16. Письмо Масхиру, полковнику Иматы Дайча. Доктор Хога Хаята пытался устроить диверсию на объекте, но был застрелен, и мы не можем допросить его и узнать, что побудило его к этому. К счастью, проекта не пострадали, и я был очень рад, что если бы вы как можно быстрее прислали бы ученого, который заменит доктора Хога, подполковник Ямада Масахира. Письмо 17. Первое письмо Герка. Тому, кто это прочтет. Меня зовут Герка. Итак, я нашел эти старые письма, да? На японском вроде, но буквы уже поблекли и трудно что-либо разобрать. Поэтому я решил, что уже никому не интересно, что мертвый чувак писал про всякую хрень во время войны. Пусть на меня не обижается семья этого чувака, но он мертв, а мне очень нужна бумага. Итак, если какой-нибудь чувак или чувиха прочтут это, пусть они поищут серо-белую макаку по имени Жильбер. Я его так назвал. Он злой. Не потому, что кидает в вас всякую дрянь, а потому, что сначала показывает ее вам. Мне кажется, если бы он мог говорить, он бы кидал вам в лицо дерьмо со словами «макака видит, макака делает». Кто бы то ни было, он от меня сбежал, и его срочно нужно вернуть обратно, пока он... Письмо 18. Второе письмо Герка. Тому, кто это прочтет. Это снова Герк. Мне не хватило места на предыдущем клочке бумаги. Итак, я говорил о том, что нужно оставить Жильбера, пока он не вверг всех в волну. В войну? Террора? Правильно? Слишком поздно. Он уже начал. Он собрал вокруг себя остальных мартышек, и они его слушаются. Это как наблюдать за заводилой из группы поддержки. Вы же знаете, как они двигаются группой, и все повторяют за той горячей блондиночкой с роскошными волосами, круглой попой и красивыми сиськами. И каждый раз, проходя мимо вас, они двигаются, как при замедленной съемке, и смотрят на вас, не замечая вас при этом. Совсем как Люси Банстрем, да? Она была заводилой у меня в школе, и Она была заводила у меня в школе. Я изгадил ее фотографию в альбоме выпускников. Блин, опять не хватило места. Герк. Письмо 19. Третье письмо Герка. Тому, кто это прочтет. Так, меня отвлекла Люся Бенстрем, ее альбом. Но вы бы тоже так сделали, если бы знали ее. Я слышал, что она сейчас снимается в порно, но это еще нужно проверить, чувак. Моя девушка на развороте журнала. Как вам это нравится? Так вот, я должен остановить Жильбера. Видишь ли, я показал Жильберу, как выдергивать чоку из гранаты и потом бросать ее. И, по-моему, ему это понравилось. Он пристроился взрывать всякое дерьмо, а теперь учит этому других обезьян. Забудь. Он учит их выдергивать чеку, но не учит их потом бросать гранаты. Хреново, да? Эта макака сорвалась с цепи, чувак. Но ее можно выследить по взрывам. Она же не сможет убегать вечно. Герк. Письмо 20. Четвертое письмо Герка. Тому, кто это прочтет. Я нашел другие письма с размытыми буквами времен гражданской войны в Японии. Сколько их еще здесь?
В любом случае все кончено. Я сделал это. Я догнал Джильбира и его стая мартышек. Их не так много осталось, а те, кто выжили, у них такой взгляд, как будто они хотят сказать: ты ничего не знаешь, чувак. Ты не видел того, что видели мы. У меня не было выбора. Мне пришлось вызвать Жильбера на поединок за право стать вожаком стаи. Только так можно было спасти выживших. Жильбер выбрал оружие, гранаты, которые я принес. Вот так я его и победил. Дело в том, что я никогда не учил его одной вещи — ждать. Наверное, я никогда не забуду выражение его физиономии, когда я поймал гранату и кинул ее обратно. Эта испуганная гримаса будет сниться мне до конца жизни. Но стая теперь свободна. Герк. Ну что ж, ребята, это были все письма. Надеюсь, вам так же, как и мне, понравилась, скажем так, часть лора, скрытая в этих письмах. Мне было очень интересно послушать. Никогда не читала все 20 писем, честно говоря, сколько проходил Far Cry. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение по поводу этих писем. Ссылка на плейлист по Far Cry в описании под видео. Еще раз всем спасибо. Всем пока.